сколько вы зарабатываете? Да, Это да, у меня какая было 500 долларов. 500 долларов в месяц. Да. И процент идет игроку, прикинь. А там вот такой так. объем этих... Я всегда бесплатно играл, Ну, мне никто не я платил. тоже. Ладно, $1 000 000 со стикеров поднял. Наверное, Это я, походу, один тут человек, которого интересует бабки. Мужики, ну чё? Будем песни петь сегодня? Здорово, парни. Здорово. Приветик, давно не виделись. Здорово, Не Кирюха, виделись. здорово. Я первый раз за рулем, ребят. Справа это американская машина. Подожди, где? Должен быть. Вон на кнопках. Ну, Вот сюда. так, для начала, погоди, мне интересно... Во-первых, где мы находимся? Подожди, мне интересно. Кирюх, ты сможешь сказать, как кого из нас зовут? Нет. Ну вот самый интересующий всех вопрос, и меня в том числе. Блять, сколько вы зарабатываете? Ну, потому что были байки, знаешь, ходили байки. Я знаю, что там, наверное, контракт и о неразглашении, и ты не можешь говорить сумму, но я знаю, что есть обходы этой темы, это из разряда сказать больше или меньше. Знаешь, типа там больше, я говорю сумму, ты говоришь больше. Горячо, меньше. Ну, ладно, холодно. в этом можем не играть. Я просто знаю, что всегда ходила байка, что условно игроки тир-1 команд получают там 15-25 тысяч долларов. Это похоже на правду? Ну, я бы чуть-чуть, вот минимальный порог, наверное, еще бы ниже сделал на 5 000. А, реально? Да. Есть игроки некоторые, у которых больше 25, понимаешь? Но это У них- мы Не, ну можем, это можем условно. понять, кто. И вот да, есть это такие понятно. ребята. Нико, Кримс, мне кажется, Simple. Dimple. Это самый популярный. Не знаю насчет за его. Simple Dimple. А, ну Топ-1, по-моему, сейчас сейчас. же еще Falcon с Magisk. Есть, ходят слухи, что у него там вообще заоблачные цифры. Пацаны, я дотер. я не Ну, вот условно, во времена Cubifier Да, там, Это да, у меня было какая 500, 500 долларов. 500 долларов в Да, месяц. 500 долларов. Потом, когда мы перешли... Блин, Win 500 Strike. долларов тоже деньги, знаешь. Потом Это нормально. Страйк, потом 2500 было. Нет, Сколько подожди. тебе лет было, когда ты 500 баксов получал? 18? Не, Нормально. это при каком курсе? А Не, 500 ну баксов- подожди. 500 баксов Стой. за один раунд или за месяц? За месяц, за месяц. Ай, бля. Подожди, один это- раунд. за один За одно- раунд. Нет, за Я один же не хедшот. криш, блядь. За один хедшот 500 Да, баксов не слышал. Да, это было бы жестко. с ботами. А потом обидно, ты снайпер команды. Смотри, с одной стороны, 500 долларов за дело, которое ты обожаешь, любишь играть. Типа, я всегда бесплатно играл, Ну, мне никто не платил. Не, Понимаешь? ну, мне вообще в целом, когда я приходил в киберспорт, я как-то больше там не за деньгами шел, мне было интересно больше то, что команды путешествуют типа по странам, Ну, это играют на круто. турниры. Для меня типа путешествия, я там, ну, в свои 18 лет, на тот момент, когда я пришел в команду, ни разу не был нигде вообще. Не летал самолетами даже. Я благодаря, по сути, киберспорту вообще посетил полмира. Я был и в Китае, и в Америке, пол Европы точно объездил. Это я, походу, один тут человек, которого интересуют бабки. Стикеры с автографами на мажорах. Это маленький бонус к зарплате или это нихуя себе? Наверное, это нихуя себе. Реально? Да, да. Ну, Что такое? ну, Объясни мне, вообще, как не кейс. последние Сейчас. даже недели там, короче, раскрывают некоторые игроки суммы. Ну там же в чем прикол, короче, вот тот мажор, который мы выиграли, там добавилась такая тема, что у победителей мажора добавляется отдельная капсула в игре со золотыми стикерами. И типа, и деньги с продаж капают только 5 игрокам. А общий автограф капсулы, там типа всем делится поровну. То есть, по сути, там в капсуле, представь, то есть, условно, по 40 автографов, это типа там, из них только 5 твои, и между 40 делится. И выходит капсула, где чисто только 5 автографов твоей команды. Ай-яй-яй. Кирюх, вот я не кейсер, я не шарю, что это такое? Ну это типа стикеры в игре. Смотри, на оружие ты всё, я понял, на да. скин, Да, да. клеишь наклейки. Я понял, И Они когда еще мажор, это дорогие. самый большой турнир Да, по они типа понимаю. продаются в снайпу. капсулах, они типа продаются там, пока мажор идет. Ну, Это, короче, там- как ты, Саня, в доте мне этот кейс присылал, да? Понял? Не, Ты, стикеры да, именно нет, с ты игроками. профессиональный игрок. С лицами Ты игроков. попадаешь на мажор, ты Да. делаешь роспись свою, Да. и этот стикер добавляют в игру. А, И люди покупают, выбивают Всё. эти стикеры, Да. и процент идет игроку, прикинь. А там вот такой так. объем этих стикеров. И там есть и личные стикеры, и есть командные стикеры. насчет но процента я не командные стикеры это у каждой организации там собственный Как процент. в начале, я помню, когда только начали добавлять стикеры с с автографами, люди, игроки не выкупали то, как выглядит автограф, очень сильно влияет на продажи. И потом в Да. моменте начинаются там другие мажоры, там через год, через два, и люди уже стикерами, короче, меняются, люди начинают там смайлики рисовать и прочее. Да. Ну там, кстати, правило, Валя, вот когда я попал на первый мажор, там, короче, вообще ты открыт полностью, ты можешь нарисовать, ну, почти что угодно, и они его цепнут. А сейчас
Там какие-то жесткие правила, там типа вообще можно минимальный как-то дизайн делать вообще стикерами. Там очень много не пропускают, типа. И просто, ну, если ты не успеваешь, короче, не подходят варианты, то они просто добавляют твои старые из последних. О, Блин, у меня как будто очень много наклеек с тобой в КС-ке лежит. Ты меня пачкал вот так. Ну, вообще в целом. Ну, я вот не знаю, мне кажется, у меня самый прикольный стикер был, это который мама мне нарисовала. Просто закинула идею, короче, сделала бумыч, просто вместо 2 О 2 сердечка. Б, 2 сердечка. о. Мило. Ладно, $1 миллион со стикеров поднял? В общем, Да. Чего? Тихо, тихо. Подожди, задумался. Да нихуя себе это Нихуя день. себе стикеры. ну, наверное... скажи да, скажи да. Около того. Около того. Вот сейчас вот этот момент назад проматывайте, идите к своим родителям, к маме и показывайте, то, что вы не просто так играете в Counter-Strike. $1 миллион. Большинство людей на планете никогда в жизни не заработают столько денег. Да, Вы просто слушай, представьте. да. Подожди, а в доте такой темы нет же? Есть. Ну вот, с последнего инта у меня есть стикеры игроков. А, да? Да, но в доте просто по-другому, там типа из-за Ты того, их не что можешь они никуда делают, приклеить. да, там они просто на самом деле, ну, в доте призовой же инт, типа, огромный всегда был, и все, типа, жаловались кейсеры, типа, почему в доте существует интернешнл, в кейсе нет, но на самом деле система денежная так устроена, что в доте просто там условно это интернешнл есть, где призовой фонд огромный, а в кейсе основной доход как будто все равно игроков это со стикеров, с мажора идет. Фига, я даже Вот. не знал, Там, что со мне стикером кажется, доход идет. мне кажется, короче, если собрать ну, всех игроков, которые получают деньги за стикеры, то там призовой соберет. Ну, условно, все эти деньги будут больше, чем там самый жесткий инт, который был. Орел, решка, орел, решка, орел, решка, орел, еще раз. Орел, решка, орел, решка, орел. Орел, ты сказал орел. Орел, Тебе нравится Дубай, Кирилл? Да, да. Ну, мне нравится климат, потому что мы сейчас были на сборах, на тренировках в Сербии, там уже пиздец холодно. И в Дании мы были на турнире, там вообще, там просто ветер. Ну, тут прям кайф. Мы на сборах в Москве были. Там тоже климат не очень. И тут живет человек, чье имя нельзя называть, с которым у тебя есть фит, кстати. Да, это родина этого трека. Расскажи, как вы познакомились с иноагентом Моргенштерном? Слушай, да мы никак не знакомились, просто, короче, было так, что мы с Нилетто договаривались сделать трек, вот, он мне обещал, типа, ну, просто, не обещал то, что говорил, типа, как идею, давай запишем, типа, он просто знал мою пристрастие, там, ну, к песням, к музыке. Это вы в НВЭ же не под кальянчиком? Ну, с Нилетто мы познакомились, я, кстати, не помню день знакомства, но я помню точно, что я приезжал на его концерт, что-то мне там утили билеты, потом, да, в НВЭ же не познакомились, и потом Проходочка. начали уже нормально общаться, вот, и, короче, потом Морген просто сам мне написал в инсте, типа, гоу, типа, сделаем трек, и потом я соединил, типа, идею, что, типа, ну, я сказал, гоу, типа, еще не лето со мной, вот, и там еще и в конце Лима подключился, я даже не знаю, если честно, что будет. Вот. Ну так-то вы хит очень сильный сделали по итогу. Ну, тогда он разъебал, я тогда смотрел, на ВК он сразу на первом месте был, топ-1, первый день, а Охуеть. потом стрелы разъебали нас. Слушай, а часто в командах конфликты какие-то просто между собойчики такие, из-за которых потом неприятно играть даже с кем-то? Брат, у команд Да сейчас бывает, по 2, по бывает. 3 психолога у многих команд. Ну да, сейчас у многих команд психологи. У вас есть? Коучи. Не, у нас сейчас нет психолога. Базара нет. То есть ссоритесь. И не Да миритесь. не, уже как-то, ну не знаю, все привыкли к тому, что, ну условно, если мы машнимся из-за игровых моментов, там ну, никто не обижается, каждый пытается, ну как бы, блин, сделать лучше для команды, там объяснить, что было правильнее сделать, или типа, почему ты так хуёво сыграл, или так далее. Слушай, да мне кажется, вы же и так сыграны. Давным-давно были. Сейчас Если даже не в одной Не, команде, вы просто нет, паки, понятно, наверное, не, какие-нибудь. есть сыгранность в плане там чувства друг к другу, но это больше, знаешь, где проявляется, там в каких-то вкладчах или в каких-то ситуациях, которые вы там вместе играли уже когда-то. А сейчас все равно как бы CS2 вышло, и в любом случае 2 новых игрока, там новые роли, новые карты, типа, ну, так что все равно. Кстати, мнение по CS2. Мне нравится, я не знаю, что сейчас. Сыро? Нет, ну блин, смотри, то, что Я они вот сделали, сейчас- они выпустили CS2, типа удалили CSGO, и она была типа супер сырой. Но если бы они делали там маленькие бетки, типа, то они бы просто не пофиксили такое количество багов. Из-за того, что они сразу всех запустили, это огромное количество народа, и нужно Да, это да, огромное факт. количество багов. И типа за счет этого игра-то и будет быстрее и лучше становиться.
Ну да. Я вот сейчас Все срут CS2, но мне ничего. играю в CS2 и вообще не помню уже, как CSGO выглядел. Типа я прям просто играю как обычно. Пацаны, я помню, как CS 1.6 выглядел. Как будто просто, знаешь, шейдеров А наделали, дальше как всё в Майнкрафте, замыли. когда ты просто текстуры Да, скачиваешь, да, и да, просто да. у тебя чуть красивее все. Пацаны, мне кажется, лучшее время каждого КСера... Подожди, ты в 1.6 играл или ты из Я в Сорса? 1.6 играл. Но я играл, братан, как? В смысле, не профессионально. Ну да-да-да. Да. Но я где-то вот в CS играю с 6 лет. Я в 6 лет и начал ебашить CS 1.6. И ебашил до 12. Потом попробовал 2 года поиграть в Point Blank. Ну вы даже такую игру, наверное, не знаете. Знаю. Point Ну, конечно, да. Еще Хуйня. фильм был в России, даже слышишь какой-то Да. Фильм по про... Point Blank. Да-да-да. А потом я пробовал На играть игре. 2 года в LoL. Вот, 2 года я в LoL играл. И там, кстати, у меня Я в были LoL тоже достаточно играл. неплохие результаты индивидуальные, но из-за того, что я был малой, меня никто в команду не брал. А потом я уже вышла CSGO, и я такой, типа, мне кто-то сказал, типа, там CSGO вышло, я такой, бля, я же фанат CS, надо скачать. Ну и все, так это началось. Так и Сколько началось. часов в CS? Так, ну на этом аккаунте Мне у меня сейчас интересно просто. 19 тысяч, и на том... На том, где 3000. Вакбан, да? Нет, Мне интересно. не Вакбан, игровая блокировка. Ну, у меня спиздили акт, просто чел с крутилкой зашел в банду. Это хороший переходик. О, еще вот эта музыка. Индиана Джонс. Это как будто змея из кувшина выглядит. И вот. Зачем ты мне строишь глазки, манишь, дурманишь, зовешь пойти с тобой? Раздавшие сказки, зачем ты, блядь, День ностальгии. Такая, блядь, Такая любовь. сякая вот любовь. Любовь. Мне интересно, твои честно- эмоции мало кто вспомнит, Но многие поймут. но кто-то вспомнит и прослезится. Легендарнейший камбэк Так. Cubifire. Small Sports Да. С какого счета? с 2.13. 2.13. Ебать. Нравится. Waterfalls в шаге от ошибки упускает Сани в коннектор, понимает, что тот мог туда уйти. Бумыч. А Бумыч на морозе просто будет минировать бомбу. Привет, пацаны, это... Да, и, по-моему, Waterfalls понимает, где находится Сани. Сани спиной открывается под Бумыча, тот его забирает. Это сенсейшнл. Историческая победа команды Cubifire. Друзья, кто бы мог поверить, что после первой половины эти парни соберутся и продемонстрируют Counter-Strike высочайшего уровня. Мужик из Е-лиги все еще выключен. Вот он слева, друзья, он все еще выключен. Вот от это происходящего. шок-контент от Cubifire. Сейчас раунды до Твои 15. эмоции, Да. когда вы выиграли. Добро, я, если честно, не понимал, что происходит, потому что я понимаю, мы в клатче 2 в 1 остались на 15-14. Я убиваю типа. Моя команда все радуется, прыгают, а мне еще бомбу 10 секунд надо задефать. И я как долбоёб сижу, вот так зажат кнопку «Е», смотрю, у меня мейты прыгают, а я вот так вот держу кнопку, чтобы бомбу задефать и раунд выиграть, блядь. Но вообще это было, конечно, жестко. Я как сейчас помню, я сидел, блядь, не помню, какой это был год. 2018 вроде. Всё. Я сидел у себя в Подмосковье в Электростале, смотрел этот матч. Я не помню, по-моему, у меня даже скинчики где-то стояли на кого-то, я уже не помню. Я смотрел этот матч. Блять, у меня были такие эмоции, пиздец. Я Да. так орал во время камбэка, что ко мне подходила мама и давала мне пизды. Ну, я считаю, что это легендарный матч был. Ну, он точно в истории. И он в истории самых жестких камбэков точно. Там, по-моему, в топ-5 входил. А топ-1 что? С 2.13 камбэкнуть, это Не что знаю, очень нет, там жестко. есть, там есть какие-то камбэки еще. Ты же понимаешь, если ты вот не шаришь за КС... Ну я не настолько, 13, подожди, стой. смотри. Я не настолько До еблан, чтобы не 16, понимать. раньше- Я понимаю, раньше я всем- ну ладно, не всё, настолько ну, подожди, горилла и еблан, чтобы 13, не я тебе понимать. просто объясню. 13-2. Чтобы им выиграть, Еще прикол, это команда, которая против нас играла, Mo Sports, они, короче, туда, ну, реально неплохо башли на тире 1 на все чемпах, но именно на мажоре они ни разу в жизни, короче, там был игрок Крис Джей. Он ни разу в жизни не играл в плей-офф в мажоры. у него, короче, И вот они- так вот, наверное, а трясся. мы играли за выход в плей-офф. И они ведут 13-2, и, понимаешь, проклятие опять сработало. И просто- ну, они, кстати, потом вышли. Мужики, У них мне- потом матч за выход был, они выиграли следующий. Брат, если что, 13-2, это когда ты смотришь матч и видишь, что проигрывают 13-2, ты говоришь, Ну, например, когда это в дуэли бомжи, преимущество это 1030. просто бомжи, Не, это блядь. можно Нет, говорить, типа, вот так вот, понял? Меня Да, сейчас да. в жизни Понял? интересует только один вопрос. Когда был счет 13-2, какой был коэффициент на вашу победу? Я не Блядь, знаю, Вот мне вот это Ладно. интересно. мне кажется. Как мир тогда просто охуел. Для меня это по эмоциям был на уровне с победой Гамбит на мажоре. О, ладно, я придумал трек. Я думаю, что его все знают. Его портрет повешен криво. Разнутри кавычки, сигарету спичкой. И дотла сжигаются совместные альбомы. Только
только вот привычка. Ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому. Знаешь, дура, потому что по ночам в подушку плачет и опять скучает по нем. Не звонит и пусто, но до сердца пусто. Чё Power Rust ты Я играю постоянно? дем под инстасамку, это правда. А деньги, да. Я вообще делаю, что хочу. Хочу импланты, звоню врачу. Кто меня не любит, я вас не слышу. Вы просто мне завидуете, я молчу. Я не хочу, когда я хочу. Я не продаюсь, но за деньги, да. Продюсер говорит, ты поп-звезда. И, кстати, мой продюсер, это мой муж, да. Я не скажу в ответ ничего на хейт. Я не скажу привет, если баллов нет. Скажу любимый звук, это звон монет. А не танцуй рук, это мой концерт. Не завожу подруг, но за деньги, да. Я не делаю виды даже за деньги, да. Я подумала, Пацаны, сейчас мы выходим вчетвером на сцену и пошли. за деньги, да. За деньги, да. За деньги, да. Как это подпевать? Давай. Это мы в Дубае, мы Именно, сейчас не, как отдыхаем. маме, как маме. Она была такой всегда. Она выглядит как деньги у нее глаза. Она выглядит как супер мега звезда. Она выглядит Она выглядит как магнит. Сидящих в этом клубе. Ее вид всегда шикарный. Я слова, блядь, не знаю. Идеально, и всегда все окей. Ты должен открыть сумку пятки. Она пятка, что ты скажешь? No. Что он сказал? Он говорит, вы едете на свадьбу. Сумка пятка. Она пятка, что ты скажешь? Тренируется под инстасамку постоянно. Ну, кстати, было пару раз, Чё реально. Power Rust ты Я играю постоянно? дем под инстасамку, это правда. Мне кайфово По пообщались. дороге в Амстердам. Да, да. люди. Да, Саня всегда под нее имку ебашил. Всегда выиграл. Я не знаю, всегда ебашил, всегда выиграл. Ты чё? А ты под инстасамку. Я под инстасамку. Ну, на имке я еще не играл. Не, просто дем, тренис под инстасамку. Она всегда, знаешь... Драйвовая. Не, она просто хорошо утренничком, знаешь. Встаешь под этот рычаг нормально сразу. Просыпаешься. Пошел. Пошли аимку 1-1 на $1000. Ой,